Эта функция существует только для продвинутых пользователей. Не вздумай на нее надеяться, это бесполезно. Не исключена возможность просыпания из реальности. Для того, чтобы проснуться из реальности, протереть глаза, встать с постели, чтобы сюжет стал сном. Обычно в 90% просыпаешься не просто так, а по какой-то причине. От ужаса, страха, от несовместимости физики и реальности. То есть начинаешь вязнуть, летать, и в 10% от удовольствия. Похоже, это запрограммировано для того, чтобы с телом ничего не случилось. Когда спишь, лег на сердце, отлежал руку, ногу, от остановки дыхания, апноэ. То есть ради спасения начинает сниться кошмар. Сигнал, пора просыпаться. Когда человек входит в состояние стресса, в этом состоянии начинает меняться физика реальности. Физика меняется только в четырехмерном мире. Возникает способность нереальной силы, независимо от того, находишься ты во сне или в реальности. Хрупкая маленькая девушка может поднять несоизмеримо большой вес, перепрыгнуть через высокий забор. То есть именно стресс или эйфория, счастье – это особое состояние, погружает нас в четырехмерный мир, который для нас непривычен и непонятен. Именно искажение реальности мы и считаем потом сном. Но теперь ты знаешь, что сон и реальность – это одно и то же. А значит, испытав в реальности стресс, есть возможность обладать намеренной силой и проснуться из реальности, в которой ты находишься, которая может стать сном после просыпания. Вывод. Чтобы проснуться, необходим стресс. Поэтому эта функция только для профессионалов, только для продвинутых юзеров. Пример. Произошел несчастный случай. Я не мог с этим смириться. Не хотел с этим оставаться. Не мог этого пережить. Просил самого себя: проснись, проснись, пожалуйста, проснись. Ты же умеешь. Начинаю искать признаки, что я во сне, но не нахожу. Все натуральное и настоящее. Потом в горе и безысходности начинаю одевать почему-то носки и просыпаюсь. Это удача. Получилось. Прикидываться и изображать горе, безысходность бесполезно. Сразу предупреждаю. Идея с самоубийством включает замкнутый круг, временную петлю, и ты будешь вечно совершать суицид. Во всех реальностях. И это будет продолжаться до полного расщепления сознания. Не вздумай надеяться, что после суицида ты проснешься в другой хорошей реальности. В одной из миллиардов. Это не кино, здесь такое не пройдет. Твое сознание просто испарится, а без сознания, как ты понимаешь, жизни не существует ни в одной реальности. Это будет записано как очередная ошибка, то есть опыт не удался. Сознание самоликвидировалось. Игра закончилась, ты не существуешь.